Как обычный учитель математики из Нью-Йорка превратился в миллиардера, который владел частным островом с подземными туннелями, личным самолетом с кроватями и списком контактов, где значились президенты, принцы и главы корпораций. Джеффри Эпштейн погиб в тюремной камере в 2019-м, но его смерть подняла больше вопросов, чем дала ответов. В его особняках нашли тысячи фотографий несовершеннолетних девочек, а в черной книге контактов обнаружили имена самых влиятельных людей планеты. ФБР изъяло компакт-диски с надписями, намекающими на компромат. Но самое странное, карьера Эпштейна началась с должности, которую он получил без диплома о высшем образовании, и закончилась империей, источники доходов которой так и остались загадкой. Что скрывалось за фасадом финансового гения? Маленький Сент-Джеймс в Карибском море Эпштейн купил в 98-м за $7,5 миллионов. Местные жители прозвали его островом педофилов задолго до ареста владельца. На спутниковых снимках видны белоснежная вилла, бассейны, странный храм с золотым куполом и взлетно-посадочная полоса. Но настоящие секреты скрывались под землей. Строители, работавшие на острове, рассказывали про подземные помещения и туннели. Один из рабочих видел, как грузовики вывозили тонны грунта для создания подземных уровней. Официально это называли винным погребом и хранилищем. Неофициально там находились комнаты без окон с кроватями и камерами наблюдения. Гости прибывали на частном Boeing 727, который пилоты окрестили Лолита Экспресс. Бортовые журналы показали сотни рейсов. Билл Клинтон летал этим самолетом 26 раз, хотя позже утверждал, что был там всего 4 раза. Принц Эндрю, герцог Йоркский, прилетал неоднократно. В списках пассажиров мелькали имена голливудских актеров, топ-менеджеров, технологических гигантов, известных адвокатов. На острове девушки встречали гостей массажем, который всегда заканчивался одинаково. Вирджиния Джуфре, одна из жертв, показала, что ее заставили вступить в связь с принцем Эндрю трижды – в Лондоне, Нью-Йорке и на острове. Ей было 17. Она описала спальню принца в доме Эпштейна в Лондоне и детали его тела, которые невозможно знать без близкого контакта. Персонал острова подписывал соглашение о неразглашении. Охрана следила, чтобы лодки и яхты не приближались к берегу. Вертолеты патрулировали воздушное пространство. Камеры наблюдения стояли повсюду – в спальнях, ванных комнатах, на пляжах. Эпштейн лично контролировал систему видеонаблюдения из своего кабинета. После ареста Эпштейна ФБР провело обыск на острове. Агенты обнаружили компьютеры, жесткие диски, диски с надписями с женскими именами и пометками. Сейф в кабинете содержал паспорта, деньги разных стран и бриллианты. Но большую часть архива так и не нашли. Сотрудники Эпштейна успели вывести грузовики документов и техники до прибытия следователей. Остров выставили на продажу за $125 миллионов. Покупатель так и не нашелся. Место стало токсичным. Любой, кто купит его, автоматически попадет под подозрение и пристальное внимание прессы. Черная книга контактов Эпштейна содержала 1500 имен. Алек Болдуин, Ральф Файнс, Тед Кеннеди, Дэвид Копперфильд, Мик Джаггер. Список читался как справочник мировой элиты. Но наличие телефона в записной книжке еще не доказывало участие в преступлениях. Настоящие улики скрывались в бортовых журналах частного самолета и показаниях жертв. Билл Клинтон отрицал близкую дружбу с Эпштейном, но факты говорили обратное. Экс-президент летал на Лолита Экспрессе в Азию, Африку, Европу. В 2002 году они вместе посетили Бруней, Норвегию, Россию. Пилот Дэвид Роджерс подтвердил под присягой, что Клинтон был на борту многократно, причем часто без охраны секретной службы. Бывший президент утверждал, что никогда не был на острове, но 4 свидетелей видели его там. Принц Эндрю попал в центр скандала после интервью BBC в 2019-м. Он заявил, что не помнит встречи с Вирджинией Джуфре, хотя существовала фотография, где он обнимает ее за талию в доме Гислейн Максвелл. Принц объяснял свое алиби тем, что в тот вечер водил дочь в пиццерию в Уокинге. На вопрос о фото в ночном клубе с Вирджинией он ответил, что не потеет из-за медицинского состояния после Фолклендской войны, поэтому не мог танцевать в потном клубе. Британская королева лишила его всех военных титулов и королевских обязанностей после этого интервью. Лесли Векснер, миллиардер и основатель Victoria's Secret, имел самые тесные финансовые связи с Эпштейном. Он дал ему доверенность на управление всем своим состоянием. Эпштейн покупал для Векснера дома, самолеты, яхты. Особняк Эпштейна в Манхэттене стоимостью 77 миллионов, да, самый большой частный дом в Нью-Йорке, раньше принадлежал Векснеру. Миллиардер просто подарил его Эпштейну. Многие девушки рассказывали, что их рекрутировали через агентство моделей, связанные с Victoria's Secret, обещая карьеру. Векснер разорвал отношения с Эпштейном в 2007-м, но никогда не объяснил природу их партнерства. Дональд Трамп и Эпштейн дружили в 90-е. Они вместе посещали вечеринки в Мар-а-Лаго. В 2002-м Трамп сказал журналу: «Я знаю Джеффа 15 лет. Отличный парень. Говорят, он любит красивых женщин так же, как я. Причем многие из них помоложе».
После ареста Эпштейна Трамп заявил, что не общался с ним 15 лет и выгнал из своего клуба за домогательство к дочери члена клуба. Адвокат одной из жертв утверждал, что Трамп был единственным, кто согласился давать показания против Эпштейна еще в 2009-м. Стивен Хокинг, нобелевские лауреаты, профессора Гарварда и Массачусетского технологического института посещали научные конференции, которые спонсировал Эпштейн. Он жертвовал миллионы на исследования и позиционировал себя как мецената науки. Ученые потом утверждали, что не знали о его преступлениях, но встречи часто проходили в его особняках, где девушки-подростки прислуживали гостям. Вирджинию Робертс рекрутировали в раздевалке Мар-а-Лаго, когда ей было 16. Она работала там полотенщицей. Гислейн Максвелл подошла к ней с предложением обучиться массажу и заработать $200. Вирджиния согласилась, не подозревая, что подписывает себе приговор на 3 года ада. Первый массаж в особняке Эпштейна закончился изнасилованием. Максвелл показала девочке, как нужно раздеваться и прикасаться к Эпштейну. После этого Вирджинию заставили заниматься сексом с друзьями миллионера по всему миру. Ей платили, покупали одежду, водили в рестораны. Создавали иллюзию роскошной жизни, но это была клетка. Мария Фармер, художница 26 лет, попала в ловушку через свою профессию. Эпштейн и Максвелл заказали у нее портреты. Потом пригласили работать в особняк в Огайо. Там ее изнасиловали вдвоем. Эпштейн и Максвелл. Мария пыталась пожаловаться в ФБР еще в 96-м. Агенты записали ее показания, но дело не завели. Через несколько дней после визита в ФБР ее 15-летнюю сестру Энни похитили на ранчо Эпштейна в Нью-Мексико и насиловали 3 дня. Система работала как конвейер. Девочек находили возле школ, торговых центров, автобусных остановок. Рекрутеры высматривали тех, кто выглядел уязвимым, из бедных семей, с проблемами дома, мечтающих о модельной карьере. Предлагали легкие деньги за массаж богатому человеку. Платили от $200 до $1000 за раз. Потом просили привести подруг и платили за каждую новую девочку дополнительно. Хейли Робсон было 14, когда ее подруга привела в дом Эпштейна в Палм-Бич. После первого визита Хейли сама начала приводить одноклассниц. За 3 года она привела около 25 девочек. Получала деньги и чувствовала себя частью элитного круга. Только позже осознала, что была и жертвой, и сообщницей. Эпштейн требовал 3 массажей в день. Календарь в его особняке в Палм-Бич показывал расписание с именами девочек по часам. Некоторые приходили по нескольку раз в неделю. В доме всегда лежали стопки наличных. Купюры по $100. Девочки знали, где их брать после массажа. Максвелл контролировала весь процесс. Она инструктировала новеньких, показывала, что делать, иногда участвовала сама. Девочки называли ее мадам. Она покупала им подарки, давала советы, притворялась старшей подругой. Психологи позже объяснили, что это классическая тактика груминга – создание доверительных отношений перед насилием. Охранники и водители знали, что происходит. Они возили несовершеннолетних девочек между особняками на остров, в Париж, Лондон. Горничные убирали комнаты после и стирали простыни. Личный банкир Эпштейна обналичивал чеки для девочек. Пилоты видели, кто летает в самолете. Все молчали. Эпштейн платил огромные зарплаты и требовал подписывать соглашение о неразглашении. Когда девочки пытались уйти, им угрожали. Говорили, что знают, где живут их родители. Показывали связи с полицией и политиками. Обещали уничтожить репутацию, если они заговорят. Некоторых запугивали исками. Мол, они сами все делали добровольно, брали деньги, значит, проститутки. В штате Флорида возраст согласия 18 лет, но жертв заставляли поверить, что это они преступницы. Особняк на 71-й улице в Манхэттене скрывал целую инфраструктуру для преступлений. 40 комнат, 9 этажей, лифт, ведущий прямо в спальню Эпштейна. На стенах висели картины обнаженных девочек-подростков. В кабинете стояла шахматная доска с фигурками в виде раздетых женщин. Полицейские, проводившие обыск, нашли сотни, возможно, тысячи фотографий несовершеннолетних девочек, многие топлес или полностью обнаженные. Массажный стол стоял в ванной комнате, отделанной черным мрамором. Рядом лежали масла, игрушки для взрослых, камера на штативе. Шкаф содержал костюмы для ролевых игр, школьная форма разных размеров, медсестра, горничная. В сейфе обнаружили диски с пометками, именами и датами. На некоторых стояли инициалы известных людей. Финансовая схема Эпштейна до сих пор остается загадкой. Он называл себя управляющим капиталом миллиардеров, но работал только с одним клиентом – Лесли Векснером. Откуда взялись сотни миллионов в его распоряжении, никто не знает. Компания Southern Trust, зарегистрированная на Виргинских островах, не имела офиса, сотрудников, отчетности. Деньги переводились через десятки офшорных счетов. Некоторые исследователи считали, что Эпштейн занимался шантажом. Камеры в спальнях его домов записывали все, диски с компроматом хранились в сейфах. Влиятельные люди, попавшие в ловушку с несовершеннолетними, могли платить за молчание. Другие версии связывали его с разведками.
израильской Моссад или американским ЦРУ. Отец Гислейн Максвелл, медиамагнат Роберт Максвелл, работал на Моссад. Это подтвердилось после его смерти. Эпштейн дружил с директорами спецслужб, учеными, работающими на оборону, политиками с допуском к секретной информации. Его особняк в Нью-Мексико находился рядом с секретной военной базой. Он финансировал исследования искусственного интеллекта и генетики. Планировал создать ранчо для оплодотворения 20 женщин одновременно своей спермой. Хотел улучшить человеческую расу. Коррупция пронизывала всю систему вокруг него. Шериф округа Палм-Бич получал пожертвования на избирательную кампанию от Эпштейна. Прокурор штата Флорида Барри Кришер закрыл дело в 2006-м, хотя полиция собрала показания 34 девочек. Федеральный прокурор Александр Акоста заключил сделку в 2008-м, по которой Эпштейн получил всего 18 месяцев в частной секции тюрьмы с правом выхода на работу 6 дней в неделю по 12 часов. Алан Дершовиц, знаменитый адвокат, защищал Эпштейна и сам попал под обвинение. Вирджиния Джуфре утверждала, что Максвелл заставил ее заниматься сексом с Дершовицем 7 раз. Адвокат яростно отрицал обвинение и подал встречный иск о клевете. Он признавал дружбу с Эпштейном, полеты на его самолете, визиты в особняки, но утверждал, что всегда был там с женой. Охранная компания, работавшая на Эпштейна, имела связи с израильской военной разведкой. Ее сотрудники следили за девочками, их семьями, журналистами, которые копали информацию. Частные детективы выясняли компромат на жертв, пытавшихся заговорить. Когда журналистка Вики Уорд готовила статью для Vanity Fair в 2003-м, 2 жертвы дали интервью, но редактор Грайден Картер вырезал их показания после звонка Эпштейна. Деньги решали все. Адвокаты Эпштейна затягивали процессы, подавали встречные иски, требовали астрономические суммы за раскрытие документов. Жертвам предлагали отступные с условием вечного молчания. Свидетелей запугивали или покупали. Система работала безотказно 20 лет. Вирджиния Джуфре описала первую встречу с принцем Эндрю в ночном клубе «Трэмп» в Лондоне. Ей было 17 лет. Максвелл, принц и она танцевали, принц потел. Потом они поехали в дом Максвелл на Белгрейв-сквер. В ванной Максвелл сказала Вирджинии делать с принцем все, что он захочет, и быть хорошей девочкой. В спальне принц Эндрю занимался с ней сексом. Эпштейн заплатил ей $15 тысяч за эту ночь. Фотография, сделанная в доме Максвелл, показывает принца с рукой на талии Вирджинии. Максвелл улыбается на заднем плане. Принц Эндрю утверждал, что фото поддельное, что его пальцы выглядят слишком толстыми, что он вообще не помнит эту встречу. Эксперты по фотографии не нашли признаков монтажа. Мать Вирджинии подтвердила, что дочь показывала ей это фото еще в 2001-м. Вторая встреча случилась в особняке Эпштейна в Нью-Йорке. Вирджиния описала детали дома: кукол на рояле, фотографии Эпштейна с знаменитостями, массажный стол. Все совпало с тем, что нашла полиция. Она рассказала про ванную комнату принца в лондонском доме Эпштейна, белую плитку, викторианскую ванну. Детали проверили, все соответствовало действительности. 3-й раз был на острове во время оргии. Вирджиния утверждала, что там были 8 девушек, и Эндрю. Максвелл организовала все и участвовала. После этого принц подарил Вирджинии кожаную сумку. Интервью принца Эндрю телеканалу BBC в ноябре 2019-го стало катастрофой. Журналистка Эмили Мейтлис задавала жесткие вопросы. Принц объяснял, что в ночь предполагаемого изнасилования в Лондоне он водил дочь Беатрис в пиццерию Pizza Express в Уокинге. Он точно помнит этот день, потому что редко бывает в Уокинге. На вопрос, почему он так детально помнит вечер 20-летней давности, принц не ответил убедительно. Про танцы в клубе принц заявил невероятное. Он сказал, что не мог потеть в те годы из-за передозировки адреналина во время Фолклендской войны в 1982-м. Медики потом объяснили, что такого состояния не существует. Принц добавил, что способность потеть вернулась к нему недавно, потому что он начал делать что-то позитивное для себя. На вопрос о фотографии принц ответил, что не помнит ее. Потом сказал, что никогда не обнимает людей за талию, это не его стиль. Эксперты по языку тела разобрали интервью. Принц не моргал, когда врал, смотрел вверх, вспоминая детали, которые конструировал на ходу. Про дружбу с Эпштейном принц сказал фразу, которая добила его репутацию. Он объяснил, что встретился с Эпштейном в 2010-м, уже после его осуждения за секс с несовершеннолетней, чтобы лично разорвать дружбу. Встреча была удобной, потому что он гостил в доме осужденного педофила в Нью-Йорке. На вопрос, не жалеет ли он об этом, принц ответил: «Нет, потому что благодаря этому визиту я получил возможность завершить отношения». Журналистка спросила, не жалеет ли он о дружбе с педофилом вообще. Принц задумался и сказал, что дружба с Эпштейном имела серьезные преимущества, открывала двери нужным людям. Фотографии принца, гуляющего по Центральному парку с Эпштейном в 2010-м, облетели все газеты. На одной из них принц выглядывает из двери особняка миллиардера. Эпштейн уже был зарегистрированным сексуальным преступником. Принца видели на вечеринке в этом доме, где присутствовали молодые девушки.
Букингемский дворец сначала защищал принца, потом начал дистанцироваться. Королева лишила сына военных званий и королевских патронажей. Принц исчез из публичного пространства. В феврале 2022-го Вирджиния Джуфре подала гражданский иск. Принц согласился на внесудебное урегулирование, заплатил ей 12 миллионов фунтов стерлингов, не признав вину. Билл Гейтс встречался с Эпштейном десятки раз после его осуждения в 2008. Первая встреча произошла в 2011 в особняке Эпштейна в Манхэттене. Гейтс прилетал туда на частном самолете Эпштейна минимум 6 раз. Они обсуждали благотворительность, Нобелевскую премию мира для Гейтса, создание фонда на десятки миллиардов. Мелинда Гейтс ненавидела Эпштейна. Она встретилась с ним один раз в 2013 и сразу почувствовала что-то неправильное. Говорила мужу, что этот человек зло во плоти. Билл игнорировал предупреждение. Переписка между ними показывает, что Эпштейн манипулировал Гейтсом, намекая на связи с Нобелевским комитетом и влиятельными людьми. В 2019-м, когда скандал разгорелся снова, Гейтс заявил, что встречался с Эпштейном исключительно по вопросам благотворительности. Потом журналисты выяснили другие детали. Эпштейн помогал Гейтсу скрывать роман с сотрудницей Microsoft. Он организовал встречи и прикрывал их благотворительными мероприятиями. Мелинда подала на развод в 2021, назвав дружбу мужа с Эпштейном одной из причин. Леон Блэк, миллиардер и сооснователь Apollo Global Management, заплатил Эпштейну 158 миллионов долларов между 2012 и 2017. Официально за налоговые консультации и управление коллекцией искусства. Эксперты не понимали, какие консультации стоят таких денег. Блэк утверждал, что Эпштейн сэкономил ему миллиард на налогах. Внутреннее расследование в Apollo показало, что отношения были исключительно профессиональными. Но письма Эпштейна раскрывали другое. Он называл себя мозгом Блэка, контролировал его финансы, имел доступ ко всем счетам. Когда информация просочилась в прессу, Блэк ушел с поста главы Apollo. Стоимость его акций упала на $500 миллиона. Томас Прицкер, наследник гостиничной империи Hyatt, летал на Лолита-экспрессе. Его имя в бортовых журналах появлялось многократно. После смерти Эпштейна Прицкер не давал комментариев. Его пресс-служба молчала. Семья Прицкеров известна благотворительностью, финансирует музеи, университеты. Никто не хотел поднимать тему связи с педофилом. Глен Дубин, основатель хедж-фонда Highbridge Capital, и его жена Ева Андерсон поддерживали Эпштейна даже после осуждения. Вирджиния Джуфре утверждала, что Максвелл заставила ее заниматься сексом с Дубиным. Она также рассказала, что видела 15-летнюю шведскую девочку, которая плакала в доме Дубинов и говорила, что Эпштейн забрал ее паспорт. Дубины все отрицали и подали иск о клевете. Мортимер Цукерман, медиамагнат и владелец New York Daily News, дружил с Эпштейном десятилетиями. Его имя в черной книге контактов. После ареста Эпштейна Цукерман заявил, что знал его только по светским мероприятиям. Бывшие сотрудники рассказали, что босс часто упоминал Эпштейна и бывал у него дома. Сергей Брин, сооснователь Google, посещал научные конференции на острове Эпштейна. Официально это были мероприятия по обсуждению искусственного интеллекта и будущего технологий. Эпштейн приглашал лауреатов Нобелевской премии, профессоров, предпринимателей, создавал видимость интеллектуального салона. Девушки подавали напитки и делали массажи между дискуссиями. Все эти люди объединяло одно. После скандала они утверждали, что ничего не знали о преступлениях Эпштейна. Встречались с ним по делу. Не видели ничего подозрительного, но факты говорили другое. Эпштейн был осужденным сексуальным преступником с 2008-го. Каждый, кто встречался с ним после этого, знал, с кем имеет дело. Они выбрали деньги, связи и власть вместо морали. «10 августа 2019 в 6:30 утра охранники нашли Эпштейна мертвым в камере Metropolitan Correctional Center в Манхэттене. Простыня обмотана вокруг шеи, привязана к верхней части двухъярусной кровати. Официальная версия – самоубийство. Но детали не складывались в логичную картину. За 3 недели до смерти, 23 июля, Эпштейна нашли в камере с синяками на шее. Он утверждал, что его пытались убить. Сокамерник Николас Тарталья, бывший полицейский, обвиненный в 4 убийствах, отрицал нападение. Эпштейна поместили под наблюдение для предотвращения суицида. Психологи осматривали его ежедневно. 29 июля, через 6 дней, наблюдение сняли. Почему этого непонятно. 9 августа адвокаты Эпштейна провели с ним 12 часов, обсуждая стратегию защиты. Он был в хорошем настроении, строил планы, заказал ужин, съел все. В 8 вечера его заперли в камере. По правилам его должны были проверять каждые 30 минут. Камеры наблюдения должны были записывать коридор круглосуточно. 2 охранников, дежуривших той ночью, не проверяли камеры 8 часов. Они спали и подделывали журналы проверок. Это выяснилось позже. Камеры наблюдения, направленные на камеру Эпштейна, сломались именно в ту ночь. Запись исчезла. Управление тюрьмы объяснило это техническим сбоем.
Сокамерника у Эпштейна не было, хотя в одиночных камерах заключенных, склонных к суициду, не держат. Его перевели в другое место за день до смерти. Причина неизвестна. Главный медэксперт Нью-Йорка Барбара Сэмпсон провела вскрытие. Заключение. Самоубийство через повешение. Но приглашенный семьей эксперт Майкл Баден, присутствовавший на вскрытии, не согласился. Он указал на множественные переломы костей шеи, включая подъязычную кость. Такие травмы чаще встречаются при удушении, чем при повешении. У Эпштейна были переломы в 3 местах. Баден проводил 20 тысяч вскрытий за карьеру и утверждал, картина не соответствует самоубийству. Высота крепления простыни была 1,5 метра. Эпштейн ростом 180 сантиметров не мог создать достаточное давление для таких переломов, присев или повисев на этой высоте. Баден заявил, что повреждения больше похожи на удушение руками или веревкой. Охранники, которые должны были следить за Эпштейном, работали сверхурочно. Один дежурил 5-ю смену подряд, другой вообще не был обученным охранником. Его взяли на замену из административного отдела. Оба заснули, сидя за столом в 4 метрах от камеры. Прокуратура предъявила им обвинение в подделке документов. Они признали вину и получили условные сроки. Видео из соседнего коридора показало, что никто не входил в блок, где содержался Эпштейн, всю ночь. Это должно было подтвердить версию самоубийства. Но видео из камер, направленных непосредственно на его камеру, исчезло. Прокуратура сообщила суду, что запись непригодна для использования из-за технических проблем. Адвокаты не смогли получить доступ к оригиналам. Генеральный прокурор Уильям Барр заявил, что лично изучил доказательства и уверен, это было самоубийство. Он назвал произошедшее результатом вопиющих нарушений в тюрьме. Директор Metropolitan Correctional Center ушел в отставку. 2 надзирателей временно отстранили. Брат Эпштейна Марк нанял частных детективов и экспертов. Он не верил в самоубийство. Указывал на странности. Почему сняли наблюдение, куда делся сокамерник, как сломались камеры, почему охранники заснули одновременно. Слишком много совпадений в одну ночь. Смерть Эпштейна закрыла возможность уголовного преследования. Но открыла дорогу теориям заговора. Хэштег «Epstein didn't kill himself» стал мемом. Опросы показали, большинство американцев не верили в официальную версию. Слишком много влиятельных людей хотели его молчания. Слишком удобно он умер перед судом, где должны были раскрыться имена всех клиентов. Гhislaine Максвелл скрывалась год после смерти Эпштейна. Ее нашли в особняке в Нью-Гэмпшире 2 июля 2020-го. Дом купили на имя подставной компании за $1 миллион наличными. Максвелл жила там под чужим именем, не выходила, заказывала еду через интернет. Агенты ФБР взломали дверь в 6 утра. Она пыталась убежать в другую комнату. При обыске нашли мобильный телефон, завернутый в фольгу, чтобы блокировать сигнал. Паспорта на 3 разных имени, $50 тысяч наличными. Суд отказал в залоге. Прокуроры доказали. Она опасность для следствия, может сбежать. Имеет связи по всему миру, доступ к деньгам. Гражданство Великобритании, Франции и США давало возможность скрыться в странах без экстрадиции. Ее отправили в Metropolitan Detention Center в Бруклине. В ту самую тюрьму, где содержали Эль Чапо и других особо опасных преступников. Максвелл жаловалась на условия содержания. Камера 2 на 3 метра, свет горит 24 часа. Охранники проверяют каждые 15 минут, светят фонарем в лицо, не дают нормально спать. Еда протухшая, крысы бегают по коридорам. Адвокаты требовали домашний арест. Клиентке 60 лет, она не представляет физической угрозы. Судья отказал. Обвинение построило дело на показаниях 4 жертв. Энни Фармер рассказала, как Максвелл делала ей обнаженный массаж в 16 лет. Кейт из Великобритании описала, как Максвелл приводила ее к Эпштейну для секса с 14 лет. Давала школьную форму для ролевых игр. Каролина показала, что Максвелл сама участвовала в групповом сексе с ней и Эпштейном сотни раз. Вирджиния Джуфре не выступала свидетелем на этом процессе, но ее показания звучали в документах. Максвелл на суде играла роль жертвы Эпштейна. Адвокаты утверждали, она сама подвергалась насилию, находилась под контролем, боялась его. Прокуроры показали банковские переводы. Эпштейн платил Максвелл $30 миллионов за годы их отношений. Это не жертва, это деловой партнер. Свидетели описывали, как Максвелл искала девочек в торговых центрах, школах, на пляжах. Подходила с улыбкой, говорила комплименты, спрашивала про жизнь, предлагала работу. Представлялась специалистом по массажу, психологом, модельным агентом. Давала визитку, номер телефона. Девочки доверяли ей. Взрослая, светлоглазая, элегантная женщина с британским акцентом, дочь медиамагната. Электронные письма между Максвелл и Эпштейном показали циничность. Она писала: «Нашла тебе новую учительницу массажа, симпатичная, только что исполнилось 15». Он отвечал: «Отличная работа». Переписка 2000-х годов содержала десятки таких сообщений. Максвелл вела учет, кто сколько раз приходил, кто привел новеньких, кому сколько заплатили. Защита пыталась дискредитировать свидетельниц. Адвокаты указывали на несоответствие в датах, спрашивали про компенсации от фонда жертв Эпштейна. Намекали, что женщины лгут ради денег.
Одна из свидетельниц расплакалась на трибуне, крича: «Меня изнасиловала эта женщина вместе с Эпштейном, когда мне было 14, и вы обвиняете меня во лжи?» 29 декабря 2021 присяжные вынесли вердикт. Виновна по 5 из 6 пунктов обвинения. Торговля несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. Транспортировка несовершеннолетней с целью участия в незаконной сексуальной активности. Заговор. Максвелл не показала эмоций. Сидела с каменным лицом. 28 июня 2022 судья Элисон Натан огласила приговор. 20 лет федеральной тюрьмы. Максвелл было 60 лет. Она выйдет в 80, если доживет. Перед оглашением приговора ей дали слово. Она выразила соболезнования жертвам, но не признала вину. Сказала, что встреча с Эпштейном была величайшей ошибкой ее жизни. Жертвы читали письма в суде. Энни Фармер. Максвелл не жертва. Она хищник, который разрушил жизни десятков девочек. Вирджиния прислала письмо. Она заслуживает провести остаток дней в клетке, как она держала нас в клетке страха. Судья Натан сказала: преступления Максвелл причинили неописуемый вред молодым девушкам. Она заслуживает значительного срока. Максвелл отправили в тюрьму строгого режима во Флориде. Там она содержится отдельно от основной массы заключенных из соображений безопасности. Ее адвокаты подали апелляцию, утверждая, что присяжные были предвзяты, а условия содержания до суда нарушили право на справедливое разбирательство. Апелляцию отклонили, но главный вопрос остался без ответа. Список клиентов, имена в черной книге, люди на видеозаписях из сейфов Эпштейна. Максвелл не назвала ни одного имени. Сделка с прокуратурой не состоялась. Она выбрала молчание. Либо боялась, либо ее убедили молчать. Либо понимала, заговорив, не доживет до приговора. ФБР изъяло терабайты данных из особняков Эпштейна. Жесткие диски, диски с надписями, фотографии, документы, тысячи имен в контактах, сотни записей полетов, банковские переводы на миллионы. Но уголовные дела завели только против Максвелл. Остальные остались нетронутыми. Принц Эндрю заплатил 12 миллионов фунтов Вирджинии Джуфре и избежал суда. Живет в Виндзоре, изредка появляется на семейных мероприятиях. Уголовного преследования нет. Британская корона защитила своего. Американские власти не требовали экстрадиции. Слишком скользкая тема для дипломатических отношений. Билл Клинтон дал одно короткое заявление через пресс-секретаря. Сказал, что не знал о преступлениях Эпштейна, летал его самолетом в рамках благотворительной работы фонда на острове никогда не был. Документы и свидетели говорили обратное, но расследование не началось. Экс-президенты неприкосновенны для американской юстиции, если нет неопровержимых доказательств. Билл Гейтс развелся, потерял половину состояния, репутация пострадала. Но уголовных обвинений нет. Встречи с Эпштейном он объяснил благотворительностью. Деловые отношения, обсуждение проектов, ничего личного. Конкретных обвинений от жертв в его адрес не поступало. Леон Блэк ушел из Аполло, но сохранил миллиарды. Томас Прицкер продолжает управлять гостиничной империей. Глен Дубин закрыл хедж-фонд, но живет в роскоши. Сергей Брин остался сооснователем Google. Все они отделались репутационными потерями. Никто не сел в тюрьму, никто не предстал перед судом. Адвокаты жертв требовали рассекретить документы дела Эпштейна. Судьи отказывали, ссылаясь на конфиденциальность, защиту частной жизни людей, не обвиненных в преступлениях. В 2019-м суд распечатал 2000 страниц документов, но с купюрами. Имена заклеены черным маркером. Ключевые детали удалены. Жертвы создали фонд компенсаций. Управляла им независимая комиссия. 135 женщин подали заявки. Фонд выплатил $125 миллионов из имущества Эпштейна. Средняя выплата около миллиона на человек. Взамен жертвы подписывали отказ от исков. Многие согласились, судиться с мертвым бессмысленно, а деньги нужны на терапию. Но справедливости это не принесло. Вирджиния Джуфре сказала в интервью: «Эпштейн мертв, Максвелл в тюрьме, а все мужчины, которые меня насиловали, живут свободно. Они ходят по красным дорожкам, руководят корпорациями, советуют президентам. Система защищает богатых и влиятельных». Мария Фармер, которая пыталась заявить в ФБР еще в 96-м, говорила горько: «Они знали 23 года. Могли остановить это после моего заявления. Сколько девочек пострадало, потому что ФБР бездействовало? Сотни, может, тысячи». Эпштейн был неприкасаемым, потому что имел связи с людьми, которые управляют этой страной. Конспирологи считают, что Эпштейн работал на разведку, собирал компромат на влиятельных людей. Отец Максвелл, Роберт Максвелл, точно был агентом Моссад. После его смерти в 91-м премьер-министр Израиля сказал на похоронах: «Он сделал для нас больше, чем можно рассказать». Связи дочери с теми же структурами кажутся логичными. Остров Эпштейна так и стоит пустой. Если вам тоже интересно, как далеко могут зайти связи влиятельных людей и какие истории скрываются за кулисами, загляните на наш сайт whiteori.com. У нас есть еще больше увлекательных статей и видео на эту тему. Ссылка в описании. Не упустите возможность узнать больше. Особняки в Нью-Йорке, Палм-Бич, Париже, Нью-Мексико проданы или конфискованы. Самолет списан.
Но империя, которую он построил, оставила шрам на десятках жизней и сотнях репутаций. Ответ на вопрос изначала прост и страшен. Эпштейн был не одиночкой-извращенцем. Он создал систему, которая работала, потому что ее покрывали самые влиятельные люди планеты. Они пользовались его услугами, молчали о преступлениях, защищали друг друга. Когда система рухнула, наказали только организаторов. Клиенты остались в тени. Потому что в мире, где правят деньги и связи, справедливость избирательна. Она существует для бедных и слабых. Для миллиардеров, принцев и президентов действуют другие законы. Эпштейн это понимал, поэтому чувствовал себя неуязвимым до самого конца и почти оказался прав.